Всем привет! Теплица на связи. Вначале хотелось бы напомнить, что теперь в разделе «Сообщество» есть постоянная тема, где вы можете делиться своими идеями и мыслями. Так мы вместе сделаем канал еще более интересным и полезным. И да, еще. Ваши лайки, подписки, в том числе на уведомления, позволяют нам продолжить свою работу. Заранее спасибо, а теперь к видеообзору. Китайские нейросети буквально ворвались в информационное пространство, поражая своими возможностями и стремительным ростом популярности. Мы просто обязаны показать, на что они способны. Но остается вопрос безопасности. До сих пор непонятно, какие данные они собирают и как их используют. Поэтому безоговорочно рекомендовать мы их, конечно же, не можем. Но тут главное помнить золотое правило. Тестируя новые для вас сервисы, лучше избегать работы с чувствительной информацией и не использовать свои основные аккаунты. Сразу скажу, в этом видео не будет про DeepSeek. Про него уже рассказали, пожалуй, все. Qwen — это семейство крупных языковых моделей, разработанных Alibaba Cloud. Первая бета-версия была представлена в апреле 2023 года. Qwen 2.5 Max вышла в январе этого года и сразу продемонстрировала превосходство над моделями GPT-4o и DeepSeek в ключевых тестах. Для обычного пользователя самое главное преимущество — полностью бесплатно. Большинство функций доступно и без регистрации. Она нужна, чтобы получить доступ к генерации видео, ну и сохранять историю своих чатов. Основные функции Qwen идентичны аналогам. Глубокое мышление, Deep Research — все это разные названия, принцип один и тот же. Нейронка рассуждает и делает логически обоснованные выводы. Выдача результатов, основываясь на поиске в сети. Артефакты. Это такая штука, которая позволяет лучше запоминать контекст разговора и сохранять промежуточные результаты. Пригодится, например, при длинной цепочке запросов и исследований больших объемов данных. Далее генерация изображения и генерация видео. Я думаю, показывать, как она работает в обычном режиме, это лишнее, все нейронки справляются с этим плюс-минус хорошо. Попробуем сразу режим мышления. Пусть будет вот такая философская дилемма. Что первичнее, материя или сознание? Привычно видим ход рассуждений. Уже привычно. А как это было удивительно увидеть впервые у ChatGPT. В итоге получаем вот такой готовый результат, где нейросеть попробовала ответить нам на вопрос с точки зрения разных философских школ и подвела сжатые итоги. Кроме того, можно загружать документы, изображения и видео и работать с ними. Сначала возьмем текстовый файл. Попросим кратко резюмировать его и показать сравнительную таблицу. В итоге вот такой интересный результат и довольно структурированная таблица. В исходнике был только закадровый текст к видео про нейронки, которые делают презентации. Кстати, посмотрите, если интересно. Теперь работа с изображением. Добавляем со своего устройства. Поймет ли, что за птица на нем изображена? Проверим. Не самая сложная задача оказалась. Нашел, написал. Хотя, если честно, я проверил. Вот по латинскому названию нашел. Про биторгу не встретил ни слова. Но, может, нужно было поискать лучше. Пробовал возможности редактировать саму картинку. Не может. Теперь как работает с видео. Грузим видеофайл. Я пытался сделать субтитры, транскрибировать аудио, но, к сожалению, такие возможности недоступны. Вот выдать краткое резюме, о чем, собственно, это видео. Это пожалуйста. Изучил, посмотрел, написал, и, в принципе, все сходится. Зачем нужны артефакты, я рассказывал. Посмотрим генерацию изображения. Тут мы видим примеры созданных изображений и можем использовать их промпты как референс для себя. Еще доступно изменить соотношение сторон. И, в принципе, все. Пишем промпт и смотрим результат. Красиво, но для меня слишком мультяшно. Хотя, возможно, все дело в промпте. Сделать больше акцентов на реалистичность, и тогда бы получилось ближе к тому, что хотел. Главное правило – в большинстве случаев все дело в промпте. И теперь главное разочарование лично для меня – генерация видео. Здесь также примеры видео и возможность выбрать соотношение сторон. Интересно, а почему нельзя выбрать продолжительность видео? Подумал я. А все дело в том, что у меня так и не получилось его сгенерировать. 3 попытки, по полчаса ожидания и ошибка в конце. Печаль. Если у кого-то получится, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Краткий вывод. С текстами и документами отлично, изображение отлично, потому что бесплатно. Видео, не знаю, не получилось.
Про эту нейронку у нас было большое и подробное видео, ссылка будет в описании. Но там тестили генератор голоса. Вообще у Minimax есть 3 ипостаси. Чат, где можно выбрать собственную модель или DeepSeek, видео и аудио. Сейчас про видео. В отличие от первой нейронки, уже не бесплатно, но с определенным количеством кредитов. Точнее, 100. Это бесплатный тариф после регистрации. Платный начинается от $10 в месяц, и там в 10 раз больше. Итак, Hailu предлагает 2 вида генерации на основе текста и на основе изображения. Попробуем промпт, который так и не сработал в Qwen. Пиратский корабль в море. На закате. В самой свежей модели вы можете выбрать референс для эффекта движения камеры. Задать его сразу. Не так много представлено их, но и не 1-2 тоже. Тем более, это не обязательно. Дальше можно попросить усилить свой промпт и добавить деталей. Выбрать модель. Оставлю, конечно, более свежую. Ну и все. 30 кредитов, жмем и смотрим. Опять же, не супер реалистично, но я этого в промпте и не прописывал. Видео можно скачать даже без вотермарков. Теперь попробуем на основе изображения. Загружаем ту же неопознанную птицу. Снова выбираем стиль движения камеры и пишем промпт. Пусть она у нас взлетит. 30 кредитов. Кто бы она ни была, биторга или нет, но летать теперь она умеет. И в заключение еще одна нейронка, о которой уже рассказывали. Kling AI. Она периодически шумит своими новинками в области генерации видео. Попробовал я затестить видео сейчас, и нейронка сообщила, что видео будет генериться больше 3 часов, а ускорить можно платной подпиской. А вот изображение — это пожалуйста. Также несколько возможностей. Либо полностью текстовое описание, либо загруженное изображение как референс. Настроек немного. Соотношение сторон и количество созданных картинок. Ну что ж, промпт с бабушкой, который пробовали в Qwen. Пусть всего 2 картинки. О, всего 2 кредита. Слушайте, а вот это уже совсем другое дело. Промпт тот же, но 2 очень реалистичных изображения. Круто. Улучшить качество можно только в платной версии. Теперь загрузим картинку с компьютера. Согласимся со всеми предупреждениями, и теперь можно работать. Здесь уточним и поможем нейронке определиться, есть ли на картинке лица, например. Дальше можно установить уровень соответствия, то есть если на максимум, то нейронка создаст максимально похожее, минимизируя всякую креативность и прочие вольности. Меняем промпт и время года на изображении. Ого, целых 6 кредитов. Ну ладно, можем себе позволить. Итак, птица похожа, снег лежит, зима, видимо, наступила. И в завершении можно выбрать модель, но наверняка актуальная будет лучше. И вот что у нас по платным тарифам. От $7 в месяц 660 кредитов. Стоимость генерации разная, но по тексту было 1 картинка, 1 кредит. Так или иначе, но наблюдать за развитием этих нейросетей довольно интересно. Оправдают ли они ожидания и смогут ли составить конкуренцию существующим, покажет время. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.